Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы продолжаем с вами заниматься по книге Стивена Стивена Пратта «Язык программирования C++». Это наша 4-я часть 1 главы, и она-то уж точно будет последней. Совсем немножко нам осталось, чтобы перейти уже ко 2 главе. Ну и, соответственно, этим мы с вами сегодня и займемся. Поговорим про компиляцию и связывание в Unix, проговорим, что я говорить разучился. Поговорим про компиляцию на Linux, поговорим про компиляцию на Windows, и вот этим там, по-моему, глава и заканчивается. В любом случае, если не смотрели предыдущие ролики, то по ссылочке в описании обязательно переходите в плейлист, там есть ссылка, и смотрите с того момента, где вы остановились. Ну а перед тем, как мы начнем, я вас, как обычно, призываю не забывать ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней контент с подпиской посмотрели почти 65% зрителей. Это рекорд канала, прям рекорд-рекорд, но наш с вами челлендж 70%. Поэтому нажали на колокольчик, увидели новый ролик, посмотрели от начала до конца, получили удовольствие. Окей, поехали дальше по книге Стивена Пратта. Компиляция и связывание в Unix. Первоначально команда SS в Unix называлась Cfront. Однако Cfront не удалось двигаться наравне с эволюцией C++. И его последний выпуск датируется 1993 годом. В наши дни компьютеры на платформе Unix могут вообще не иметь компилятора, а могут иметь собственный компилятор или сторонний компилятор, будь то коммерческий или свободно распространяемый вроде GNU G++. Во многих этих случаях, но не тогда, когда компилятора вообще нет. Я нажал на запись вообще? Да, нажал. Да, бывает у меня такое. Во многих этих случаях, но не тогда, когда компиляции вообще нет, команда cc будет работать, вызывая компилятор, используемый в конкретной системе. Для простоты мы предполагаем, что команда ss доступна, но обратите внимание, что при последующем обсуждении она может быть заменена другой командой. Команда ss используется или cc используется для компиляции вашей программы. Имя команды вводится в верхнем регистре для того, чтобы отличить его от обычного компилятора C. В Unix cc маленький. Тысяча извинений. Компилятор, давайте, CC, является компилятором команды строки, что означает ввод команд компиляции в качестве строке Unix. Например, чтобы скомпилировать файл исходного кода C++ по имени spiffy.c, в строке приглашения Unix необходимо ввести следующую команду. cc spiffy.c. Если благодаря опыту или неудаче в вашей программе не окажется ошибок, компилятор сгенерирует файл объектного кода с расширением o. В вашем случае компилятор создаст файл с именем spiffy.o. Затем компилятор автоматически передает файл объектного кода системному редактору связи, программе, которая комбинирует ваш код с кодом библиотеки для построения исполняемого файла. По умолчанию используется исполняемому файлу назначается имя a.out. Что-то я сегодня очень плохо читаю, тысяча извинений. Если вы используете только один файл исходного кода, тогда редактор связи удалит файл spiffy.o, поскольку в нем больше нет необходимости. Чтобы запустить программу, достаточно ввести имя исполняемого файла a.out. Обратите внимание, что если вы скомпилируете новую программу, то новый исполняемый файл a.out заменит предыдущий файл a.out, который мог существовать. Это происходит потому, что исполняемый файл занимает достаточно много места, и замена старых исполняемых файлов позволяет сократить объем занимаемого дискового пространства. Но если вы разрабатываете исполняемую программу, которую необходимо сохранить на будущее, используйте Unix командой mv, чтобы изменять имя исполняемого файла. В языке C++, как и в C, одна программа может состоять из нескольких файлов, таковыми являются многие программы, рассматриваемые в главах 8-16 этой книги. В этом случае компилировать программу можно, перечислив все эти файлы в командной строке. cc, my.c, press, вот это вот слово, .c. При наличии нескольких файлов исходного кода компилятор не будет удалять файлы объектного кода. Так, если вы просто измените файл my.c, то повторную компиляцию myc.o в результате файл... Чего? Так, я запутался. При наличии нескольких файлов исходного кода компилятор не будет удалять файлы объектного кода. При наличии нескольких файлов исходного компилятор не будет удалять файлы объектного. Угу. Так что если мы просто изменим файл, то повторную. А где? Повторную перенос. А тут что-то не то. А где? А как? А что, страничка пропала? Не понял.
То повторную команду там должно быть дописано как-то, нет? Не знаю, ничего нет. Ну ладно, в результате файл my.c будет повторно скомпилирован и связан с ранее скомпилированным файлом тем самым. Иногда возникает необходимость явным образом указывать некоторые библиотеки, например, чтобы обратиться к функциям определенной библиотеки математических операций, может понадобиться добавить флаг "-lm" в командной строке. Ну, это, конечно, такая информация очень замечательная, да? Но кто бы что понял. Ладно, окей, компиляция и связывание в Linux. В системах Linux чаще всего используется G++, компилятор GNU C++, разработанный фондом свободного программирования программного обеспечения Free Software Foundation. Этот компилятор входит в состав большинства дистрибутивов Linux, однако может устанавливаться и отдельно. Компилятор G++ работает подобно стандартному компилятору Unix, например, в результате выполнения команды g++pf.cxx будет создан исполняемый файл с именем a.out. В некоторых версиях компилятора необходимо связываться с библиотекой C++, соответственно, будет команда другой, да, g++ pf sxx-l Чтобы скомпилировать несколько файлов исходного кода, их достаточно перечислить в командной строке. Вот раньше романтика была, да, чтобы файл скомпилировать, там программу свою скомпилировать, вот это вот компоновщик туда-сюда. Сейчас вон нажал треугольничек и даже не знаешь, что там вообще происходит. Романтика. Так, окей, в результате будет создан исполняемый файл по имени a.out и два файла объектного кода my.o и Predseus.o. Если впоследствии вы измените только один файл исходного кода, например, my.sxx, то повторную компиляцию можно будет выполнить, используя следующую команду. Компилятор GNU может работать на различных платформах, в том числе в режимах командной строки на ПК под управлением Windows и на различных платформах Unix-систем. Ну, это так нас пугают всяким вот этим вот. Непонятно, да? Компиляторы командной строки для режима командной строки. Хотя, конечно, вот надо бы разбираться, да, в компиляторах и во всем вот этом вот. Наименее затратный вариант компиляции программ на C++ в системах Windows заключается в том, чтобы загрузить свободно распространяемый компилятор командной строки, работающий в режиме командной строки Windows, при котором открывается MS-DOS подобное окно, бесплатно загружаемыми программами для Windows, которые включают компилятор GNU C++, являются Cygwin и MinGW. Именем используемого в них компилятора является G++. Для загрузки компилятора G++ сначала потребуется открыть окно командной строки. Программы Cygwin и MinGW делают это автоматически при запуске. Чтобы скомпилировать файл исходного кода по имени grad.cpp, в командной строке введите следующую строку g++grad.cpp. В случае успешной компиляции будет сформирован исходный исполняемый файл по имени a.exe. Компиляторы для Windows. Компиляторов для Windows так много, при этом их модификации появляются настолько часто, что нет смысла рассматривать их все по отдельности. В настоящее время самый популярный является Microsoft Visual C++ 2010, который доступен также в виде бесплатной версии Microsoft Visual C++ 2010 Express. Но у нас уже вон C++ 22, да? В смысле, Visual Studio Microsoft 22, все, я поехал уже. Так, соответственно, в Википедии представлен исчерпывающий список компиляторов для множества платформ, включая Windows. Несмотря на разные проекты, решения и цели, большинство компиляторов C++ для Windows обладают общими характеристиками. Как правило, для программ требуется создать объектный файл и добавить в него один или несколько файлов, составляющих программу. Каждый производитель предлагает IDE-среду с набором меню и, возможно, с программой автоматизированного помощника, который удобно использовать в процессе создания проекта. Очень важно определяться с тем, к какому типу будет относиться создаваемая вами программа. Обычно компилятор предлагает несколько вариантов, среди которых приложение для Windows, приложение Windows MFC, динамически подключаемая библиотека, элемент управления ActiveX, программа, выполняемая в режиме DOS, или в символьном режиме. Что-то у меня с ротом проблемы сегодня. В символьном режиме статическая библиотека или консольное приложение. Некоторые из них могут быть доступны в формате 64 или 32 разрядных версий соответственно. Поскольку программы в этой книге являются общепринятыми, вы должны избегать вариантов, требующих кода для определения платформы, например, приложение для Windows. Вместо этого нужно запускать программу в символьном режиме.
Выбор режима зависит от компилятора. В общем случае необходимо искать такие варианты, как консольное, символьное или DOS-приложение и пробовать их. Например, в среде Microsoft Visual C++ выберите опцию Win32 Console Application. Щелкните на Application Setting, ну и вот это вот все. Выберите вариант Empty Project. C++ Builder XE выберите вариант Console Application в разделе C++ Builder Project проекты билдера. После того, как проект настроен, вы должны скомпилировать и скомпоновать свою программу. В IDE среде обычно предлагается несколько вариантов, такие как Compile, Build, Make, Build All, Link, Execute, Run и Debug. Окей, про это мы тоже как будто бы знаем. Compile обычно означает компиляцию кода в открытом в настоящий момент файле. Build или Make обычно означает компиляцию кода для всех файлов исходного кода, входящих в состав данного проекта. Часто этот процесс является инкрементным. То есть, если в проекте было 3 файла, и вы изменили только один из них, то повторно скомпилирован будет только этот файл. Build All обычно означает компиляцию всех файлов исходного кода с самого начала. Как уже было сказано ранее, link означает объединение скомпилированного исходного кода с необходимым библиотечным кодом. Run и Execute означает запуск программы. Обычно, если вы еще не завершили выполнение предыдущих этапов, команда Run выполнит их перед запуском программы. Хорошо. Debug означает запуск программы с возможностью ее пошагового выполнения. Компилятор может поддерживать создание версий debug, отладочная, и релиз, выпуск. Вот у нас, кстати, здесь такая штука есть. Debug и релиз. Версия релиз содержит дополнительный код, который увеличивает размер программы и замедляет ее выполнение, но зато делает доступным средства отладки. Не знаю, насколько это достоверная инфа, потому что в дебаге тоже все отлаживается. Ну ладно, это на 2010 момент, не будем здесь останавливаться. Если вы нарушаете какое-то правило языка, компилятор выдаст сообщение об ошибке и укажет на строку кода, в которой она была найдена. К сожалению, если вы еще недостаточно хорошо знаете язык программирования, то понять смысл этого сообщения порой бывает трудно. В некоторых случаях действительно ошибка может находиться перед указанной строкой, а бывает так, что единственная ошибка порождает цепочку сообщений об ошибках. И совет исправления ошибок начинайте с самой первой. Если вы не можете ее найти в указанной строке, проверьте предыдущую строку кода. Хорошо. Имейте в виду, что факт принятия программы определенным компилятором вовсе не означает, что эта программа является допустимой программой на C++. Чего? Имейте в виду, что факт принятия программы определенным компилятором вовсе не означает, что эта программа является допустимой программой на C++. И то, что определенный компилятор отклоняет программу, не обязательно означает, что эта программа не является допустимой программой на C++. Однако современные компиляторы в большей степени соответствуют принятому стандарту, нежели их предшественники несколько лет тому назад. Ну, в общем, у нас должно быть все хорошо. Кроме того, компиляторы, как правило, имеют опции для управления строгостью компиляции. Окей, совет. Время от времени компиляторы, не завершив процесс создания программы, генерируют бессмысленные сообщения об ошибках, которые невозможно устранить. В подобных ситуациях следует воспользоваться командой build_all, чтобы начать процесс компиляции с самого начала. К сожалению, отличить эту ситуацию от другой, более распространенной, когда сообщение об ошибке только кажется бессмысленным, достаточно трудно. Но вот это у них проблемы были, конечно, это у них были проблемы. Обычная IDE-среда позволяет запускать программу во вспомогательном окне. В некоторых IDE-средах это окно закрывается после завершения выполнения программы, а в некоторых оно остается открытым. Если ваш компилятор закрывает окно, вы не успеете увидеть вывод программы, если только не умеете читать, очень быстро читать и не обладаете фотографической памятью. Чтобы увидеть результаты выполнения, в конце программы необходимо ввести следующий код. Ой, у нас чешется. Но, наверное, где-то там это надо ввести sin.get, да, и return 0, ну... В Visual Studio все окей, без сингетов все прекрасно. Вот, хорошо. Далее. Ну, здесь написано, да, что оператор сингет читает следующее нажатие клавиши, поэтому программа будет находиться в режиме ожидания до тех пор, пока вы не нажмете клавишу Enter, вплоть до нажатия Enter. Никакие нажатия клавиш в программе не отправляются, поэтому нажимать другие клавиши не имеет смысла. Зачесался, 5 лайков много будет, наверное. Второй оператор необходим на случай, если программа оставить необработанным нажатие клавиши после предыдущего ввода информации в программе. Например, при вводе числа вы нажимаете соответствующую клавишу, а затем Enter. Программа может прочитать число, но
оставить необработанным нажатие клавиши Enter, и затем читает его в первом операторе Synget. Окей, и последнее на сегодня и в этой главе это C++ в Macintosh. Компания Apple в настоящее время представляет платформу разработки под названием Xcode вместе с операционной системой Mac OS X. Эта платформа является бесплатной, но обычно предварительно не устанавливается. Ее можно установить с дистрибутивных дисков OS или загрузить за номинальную плату из Apple. Имеется в виду, что объем загрузки превышает 4 гигабайта. Платформа Xcode не только предоставляет IDE-среду, поддерживающую множество языков программирования, а также устанавливает пару компиляторов G++ и Clang, которые могут использоваться как программа командной строки в режиме Unix, доступная через утилиту терминал. Совет для IDE-сред: чтобы сэкономить время, можно использовать только один проект для всех примеров программ. Просто удалите файл с предыдущим примером исходного кода из списка проекта, а затем добавьте новый исходный код, сохранить время, усилия и дисковое пространство. Но сейчас это не особо актуально, да и лучше, ну так по мне, так сохранять все предыдущие проекты, потому что ты потом такой захотел вспомнить, вернулся, посмотрел на код. И вот все в этом духе. Так что это плохой совет. Плохой совет, зачеркнули. Когда-то был актуален, а когда у тебя 2 терабайта места на жестком диске, мне кажется, вообще плевать. Ладно, резюме. Компьютеры стали более мощными, а компьютерные программы большими и сложными. Как результат, компьютерные языки стали более развитыми, и теперь они упрощают управление процессом написания программ. Язык C наделен такими средствами, как управление структурой и функциями, с помощью которых можно расширить возможность управления ходом выполнения программы и реализовать более структурированный модульный подход к написанию программ. Для данных инструментов C++ поддерживается объектно-ориентированное программирование, а также обобщенное программирование. Благодаря этому открываются возможности для еще более высокой степени модульности и повторного использования кода, что позволяет сократить время на разработку и повысить надежность создаваемых программ. Популярность языка программирования C++ привела к появлению большего количества реализаций. Для множества компьютерных платформ стандарты C++, ISO 98 и C++ 11 обеспечивают основу для взаимной совместимости этих реализаций. В стандартах указано, какими возможностями должен обладать язык, как он себя должен вести, каким должен быть библиотека функций, классы и шаблоны. Стандарты поддерживают идею переносимого языка, программы, на которые могут работать на множестве различных вычислительных платформах и в различных реализациях языка. Чтобы создать программу на языке C++, вы создаете один или несколько файлов исходного кода, написанного на C++. Это текстовые файлы, которые необходимо компилировать и компоновать для формирования файлов на машинном языке, содержащих исполняемые программы. Эти задачи часто выполняются в IDE-средах, которые предлагают текстовый редактор для подготовки файлов исходного кода, компилятор и компоновщик для построения исполняемых файлов, а также другие ресурсы наподобие средства управления проектом и отладкой. Однако те же самые задачи могут быть решены также в командной строке, в которой соответствующие инструменты вызываются по отдельности. Ну, как будто бы ок. Как будто бы понятно, да? Если вдруг что непонятно, пишите в комментариях, разберемся. Ну вот, я вас поздравляю, первая глава по книге Стивена Пратта окончена. 4 части у нас по ней было. Далее мы будем переходить ко второй главе и говорить про уже C++ как язык, да, и вот это вот все, создание программы, общий формат и все вот это вот. В том-то духе будет у нас замечательно и прекрасно. Поэтому, как говорится, чтобы не пропустить следующие ролики, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы все это дело не пропускать, ну и для того, чтобы выполнить наш челлендж, который гласит, что нужно 70% зрителей время просмотра с подписчиками за 28 дней. Последних у нас сейчас с вами 64,7%. Великолепный результат, большая всем благодарность, но нам нужно 70%. Вот, поэтому смотрим, получаем удовольствие, изучаем с вами вместе C++. Меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Этот плейлист посвящен книге Стивена Пратта. Стивена, все, что в голове. Пратт, точно, Стивен, да, наверное. Вот, все полезные ссылки найдете в описании на другие плейлисты, на другие книги, на все вот это вот, все полезные ссылки найдете в описании. И, соответственно, увидимся с вами совсем скоро, где приступим к изучению второй главы. Всем до скорых встреч, всем пока.